Теплая черноморская ночь, 31 августа 1986 года. Вода почти как днем, больше 20 градусов. До берега меньше 2 морских миль. Уже видны огни Новороссийска. Слышно, как на палубе играет музыка. На борту пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов» находится больше 1200 человек. Кто-то танцует в музыкальном салоне, кто-то досматривает кино, кто-то укладывает детей спать после первого дня долгожданного отпуска. И никто из этих людей не знает, что жить кораблю осталось всего 8 минут. 8 минут, и почти полностью освещенный, праздничный, живой теплоход исчезнет под водой вместе с сотнями людей. Это произойдет так быстро, что многие даже не успеют понять, что случилось. А огромная страна узнает об этом не сразу, потому что о гибели Нахимова почти 40 лет будут говорить вполголоса. Сегодня мы восстановим минуту за минутой последнюю ночь адмирала Нахимова, крупнейшей морской катастрофы нашей страны в мирное время. Мы разберемся, как два корабля, которые видели друг друга на экранах локаторов и переговаривались по рации, все равно столкнулись в спокойном море у самого берега. Почему опытный капитан до последнего верил прибору, а не собственным глазам? Что происходило в коридорах теплохода в те страшные минуты, когда погас свет и палуба ушла из-под ног? И почему эту трагедию, которая забрала сотни жизней, в Советском Союзе постарались как можно быстрее убрать с первых полос газет? Эта история не про айсберг и не про далекую холодную Атлантику. Это наша собственная боль. У нас действительно был свой «Титаник», и случился он не 100 лет назад, а на памяти еще живущих сегодня людей. Чтобы понять весь масштаб случившегося, надо понять, что это был за корабль. Адмирал Нахимов был стариком, гораздо более старым, чем казался тем отдыхающим, что весело поднимались по его трапу с чемоданами и пляжными сумками. Он был построен еще в 1925 году в Германии, на верфи в Бремене, и носил тогда совсем другое имя. Его звали Берлин. Это был крепкий, добротный океанский пароход своего времени, гордость немецкого пассажирского флота. Он возил людей через Атлантику, из Европы в Америку и обратно, повидал тысячи пассажиров и десятки тысяч морских миль. В его судьбе уже была одна громкая страница. Именно Берлин одним из первых пришел на помощь, когда в Атлантике погибал другой пассажирский лайнер и спасал тогда людей из ледяной воды. Корабль, который сам начинал свою жизнь как спаситель, в конце пути станет могилой. Потом пришла война. Берлин переоборудовали в плавучий госпиталь, он возил раненых, а в самом конце войны, в 1945 году, он подорвался на мине в Балтийском море и затонул. Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но корабль подняли со дна. Подъем затонувшего судна такого размера был сложнейшей инженерной операцией, которая заняла годы. После победы Берлин в счет послевоенных репараций достался Советскому Союзу. Его восстановили, переоборудовали и дали новое имя в честь прославленного русского флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова. И в 1957 году, уже под советским флагом, он начал новую жизнь на Черном море. Так корабль, переживший две эпохи, мировую войну, гибель и второе рождение, превратился в любимца Крымско-Кавказской пассажирской линии. По морским меркам это был немаленький теплоход, около 170 метров в длину, водоизмещением порядка 17 тысяч тонн, 9 палуб, рестораны, музыкальный салон, кинозал, библиотека, духовой оркестр на верхней палубе. Он мог принять на борт около 1000 пассажиров и считался комфортабельным и солидным судном. Но за нарядным белым корпусом скрывался очень важный факт. По своей внутренней конструкции, по схеме водонепроницаемых переборок, по уровню живучести, это был корабль, спроектированный в середине 20-х годов прошлого века. Все нормы безопасности, заложенные в него при постройке, давно устарели. Он не был рассчитан на то, что когда-нибудь в его борт на полном ходу врежется тяжелый современный сухогруз. Для советского человека путевка на Нахимов была настоящим праздником. Белый красавец-теплоход,
Теплое море, чайки, отпуск, музыка по вечерам. На нем ходили семьями, из года в год узнавали каюты и палубы как родные. К 1986 году кораблю шел уже 62-й год. Это очень много для пассажирского судна. Его не раз собирались списать, но каждый раз службу продлевали. Он был привычным, любимым, надежным. По крайней мере, так казалось. Вернемся в тот последний вечер. 31 августа 1986 года адмирал Нахимов стоял у причала в порту Новороссийска. Это была короткая остановка на пути вдоль Кавказского побережья. Люди гуляли по вечерней набережной, покупали мороженое, возвращались на борт, рассаживались по каютам. На борту, по официальным данным, находилось больше 1200 человек, считая пассажиров и команду. Это были самые обычные советские люди, семьи с детьми, молодожены в свадебном путешествии, передовики производства, которым путевку дали за хорошую работу, пожилые пары, для которых этот круиз был событием всего года, может быть, всей жизни. Студенты, школьники на каникулах. Целый плавучий город, полный смеха, музыки и планов на завтра. Около 11 часов вечера теплоход отошел от причала и взял курс из Цемисской бухты в открытое море на Сочи. Стояла теплая, тихая, ясная ночь. Море было спокойным, видимость прекрасной. На верхней палубе играл оркестр, в салоне продолжались танцы, в кинозале шел фильм. Капитан Вадим Марков, опытный и уважаемый моряк, отдал необходимые распоряжения и сошел с мостика. Вахту нес его помощник. По всем правилам, по всем многолетним привычкам, это был обычный рутинный выход в море, каких этот корабль за свою долгую жизнь совершил тысячи. Ничто не предвещало беды. Но в это же самое время навстречу Нахимову, в ту же самую точку Цемисской бухты, шел другой корабль. Это был сухогруз Петр Васёв, большой современный балкер, тяжело груженный зерном, которое он вез в Новороссийск. Крепкое надежное судно, оснащенное по последнему слову техники того времени. В том числе на нем стояла система автоматической радиолокационной прокладки. Этот прибор сам отслеживал встречные суда, сам вычислял их курс и скорость и показывал, разойдутся корабли или столкнутся. Командовал Васёвым капитан Виктор Ткаченко, тоже опытный и грамотный судоводитель. И вот здесь начинается то, что историки и моряки будут разбирать десятилетиями. По всем морским правилам расхождение двух судов было заранее согласовано. Диспетчер порта связался с сухогрузом и попросил его пропустить пассажирский теплоход. Петр Васёв подтвердил, что уступит дорогу. Казалось бы, все предельно ясно. Два капитана знают о существовании друг друга, оба корабля прекрасно видят друг друга и визуально, и на экранах локаторов. Ночь ясная, огни различимы за много миль. В такой ситуации столкновение кажется попросту невозможным. И все же оно произошло. Капитан Петр Васёва смотрел не столько в темноту за окном рубки, сколько на светящийся экран прибора. Автоматика показывала, что суда расходятся. Пусть и в притирку, на опасно близком расстоянии, но расходятся. И капитан доверился этим спокойным электронным цифрам. Он видел собственными глазами, как огни Нахимова становятся все ближе и ярче, как громада пассажирского лайнера вырастает прямо по курсу. Но прибор уверенно говорил, что они разойдутся. И человек поверил прибору, а не тому, что подсказывали ему глаза и многолетний опыт. В этом и заключалась роковая ошибка той ночи. Слепое доверие технике в ситуации, когда нужно было просто посмотреть в окно и отвернуть. С мостика адмирала Нахимова тем временем уже с нарастающей тревогой следили за приближающимся сухогрузом. По рации полетели запросы. «Вы нас пропускаете? Подтвердите, что уступаете дорогу». С Васёва отвечали спокойно и уверенно. «Да, все в порядке. Мы расходимся, мы вас пропускаем». Эти переговоры и есть самое жуткое в этой истории. Потому что в записях этих разговоров нет паники, нет крика. Есть два профессионала, которые до последних секунд абсолютно уверены, что катастрофы не будет. А время шло. Огни сближались. Расстояние между кораблями таяло. На Нахимове нарастало нехорошее предчувствие. Сухогруз шел прямо на них и упорно не отворачивал в сторону.
И только в самые последние мгновения, когда стало очевидно, что тяжелая громада Балкера надвигается точно в борт, на обоих мостиках наконец поняли страшную правду. Они не расходятся. Они сходятся в одной точке. Капитан Васёва отдал команду полный назад, попытался застопорить и отработать машиной. Но огромное судно, в трюмах которого лежали 1000 тонн зерна, нельзя остановить мгновенно. Многотонная инерция несла его вперед, неотвратимо, как медленно падающую гору. На Нахимове в последнюю секунду тоже попытались отвернуть, переложить руль, уйти с линии удара. Слишком поздно. В 23 часа 12 минут острый нос сухогруза Петр Васёв вошел в правый борт пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов». Удар пришелся в середину корпуса, в район машинного отделения, в самое уязвимое место корабля. Бульбовый нос Балкера, та самая массивная подводная часть форштевня, вспорол борт Нахимова, как нож вспарывает консервную банку. В корпусе образовалась пробоина чудовищных размеров, площадью около 80 квадратных метров. Гигантская рана глубоко ниже ватерлинии. В эту дыру за считанные секунды хлынули 1000 тонн морской воды. Старый корабль, спроектированный по нормам и понятиям еще 20-х годов прошлого века, не имел против такого ни единого шанса. Вода мгновенно затопила машинное отделение. Тут же погас весь свет. И вот здесь начинается главный кошмар той ночи. То, что отличает гибель Нахимова даже от знаменитого «Титаника». Почему же огромный корабль затонул так стремительно? Дело в той самой устаревшей конструкции. Пробоина оказалась настолько огромной, что вода хлынула сразу в несколько внутренних отсеков. Система водонепроницаемых переборок, которая в теории должна удерживать судно на плаву, в этой ситуации была бессильна. Вода заполняла корабль быстрее, чем экипаж вообще успевал понять, что происходит. Крен нарастал с каждой секундой, и очень скоро теплоход просто опрокинулся на бок и ушел под воду. Сравните это с самой известной морской катастрофой в истории. «Титаник» уходил под воду долго, 2 часа 40 минут. У его пассажиров было время. Страшное, отчаянное, но было. Время спустить шлюпки, проститься, попытаться спастись. У людей на «Адмирале Нахимове» времени не было вообще. От момента удара до полного исчезновения огромного корабля под водой прошло всего около 7 или 8 минут. Вдумайтесь в это. 7 минут. За это время человек едва успевает осознать, что вообще происходит вокруг. Корабль почти сразу начал стремительно крениться на правый борт, заваливаясь на бок прямо на ходу, продолжая по инерции двигаться вперед и одновременно уходя под воду. Теперь представьте, что творилось внутри. Ведь большинство людей были вовсе не на открытых палубах. Они были там, где их застала эта теплая августовская ночь. В каютах, в узких коридорах, в ресторане, в музыкальном салоне, в кинозале, где как раз шел фильм. Только что играла музыка, горел яркий свет, кружились в танце пары. И вдруг страшный глухой толчок, скрежет металла, а через секунду полная кромешная темнота. Палуба, которая еще мгновение назад была ровной и горизонтальной, на глазах встает под ногами почти вертикальной стеной. Тяжелые двери кают перекашивает в проемах и намертво заклинивает. Узкие коридоры, по которым днем так удобно и весело ходить, превращаются в смертельные ловушки. В полной темноте, под нарастающим креном, не понимая уже, где верх, а где низ, где выход, а где тупик, люди пытаются выбраться наружу, к воздуху, к спасению. Те, кто в момент удара оказался на верхних открытых палубах, имели реальный шанс выжить. И многих спасло именно теплое море. В ту ночь вода была по-летнему ласковой, больше 20 градусов, и человек мог продержаться на плаву достаточно долго, чтобы дождаться помощи. Но тех, кто находился в глубине корабля, в нижних каютах, во внутренних помещениях, вода и темнота уже не отпускали. Особенно страшной была судьба тех, кто оказался в каютах правого борта. Того самого борта, в который вошел сухогруз и который первым уходил под воду. Среди множества историй той ночи есть одна, от которой особенно тяжело на сердце. Вахтенный помощник капитана,
Тот самый молодой офицер, что нес вахту на мостике в момент столкновения, осознав весь масштаб катастрофы и свою причастность к гибели корабля и людей, по свидетельствам выживших ушел в свою каюту и больше из нее не вышел. Он сознательно остался с тонущим судном. Для моряка той эпохи, воспитанного на старом почти священном кодексе морской чести, гибель доверенного ему корабля была личной катастрофой, которую он не смог и не захотел пережить. Так трагедия Нахимова вместила в себя за считанные минуты все сразу. И слепую панику, и тихий героизм, и отчаяние, и чувство вины, и самопожертвование. Все то, что обычно растянуто на часы, здесь сжалось до 8 страшных минут. На капитанском мостике погибающего теплохода сам капитан Марков до последнего пытался спасти хоть кого-то. Отдавал команды, организовывал спасение и оказался в воде уже тогда, когда корабль фактически ушел из-под ног. Он выжил. И этому человеку предстояло прожить остаток жизни с грузом той ночи на плечах. К месту катастрофы почти сразу устремились все, кто только мог. Пограничные катера, портовые буксиры, рыбацкие сейнеры, лоцманские боты и тот самый сухогруз Петр Васев, который стал виновником беды. Из теплой, но уже смертельно опасной ночной воды вытаскивали сотни людей. И здесь судьба приготовила еще одну жестокую ловушку. На поверхность моря из пробитых топливных танков затонувшего теплохода поднялось огромное количество мазута. Густая тяжелая нефтяная пленка растеклась по воде там, где боролись за жизнь люди. Мазут лез в глаза, в рот, в горло, забивал дыхание, склеивал волосы, пропитывал и утяжелял одежду, тянул вниз, в глубину. Спасатели вытаскивали из этой черной воды людей, которых порой было почти невозможно узнать под толстым слоем нефти. Кто-то задыхался в мазуте уже на поверхности, в нескольких метрах от спасительной лодки. Выжившие потом вспоминали эту ночь почти одинаково. Внезапный сильный удар, погасший свет, крики в кромешной темноте. И вода, которая прибывала так быстро, что не оставляла времени даже на раздумья. Многие спаслись лишь потому, что в последний момент успели выбраться на наружную палубу и прыгнуть за борт, подальше от тонущего корпуса, чтобы их не утянуло вслед за ним в глубину. Люди в воде держались друг за друга, поддерживали тех, кто не умел плавать, передавали детей к спасательным кругам и к любым обломкам, за которые можно было ухватиться. В этой страшной ночи рядом с паникой жило и обычное человеческое мужество. Спасти в ту ночь удалось многих, больше 800 человек. Огромную роль сыграли и моряки, и местные жители, и просто оказавшиеся рядом люди. Но число погибших оказалось чудовищным. По официальным данным, в ту ночь погибли 423 человека, и среди них были дети. Десятки детей. Целые семьи, что всего несколько часов назад радостно поднимались на борт в предвкушении отпуска, не вернулись домой никогда. А часть погибших так и осталась внутри затонувшего корабля. В его заклинивших каютах, в темных затопленных коридорах, на глубине, откуда их было уже почти невозможно достать. То, что произошло дальше, стало отдельной трагедией внутри большой трагедии. К лежащему на дне Нахимову направили военных водолазов, чтобы поднять тела погибших и вернуть их семьям для погребения. Но работа эта оказалась смертельно опасной. Корабль лежал на боку на большой глубине. Внутри царила полная темнота, а его помещения превратились в запутанный лабиринт из перекошенных коридоров, оборванных проводов, всплывших предметов и ила. Водолазы работали на пределе человеческих возможностей, и эта работа забрала еще 2 жизни. 2 военных водолазов погибли во время этих спусков внутрь корабля-могилы. В какой-то момент стало ясно, что продолжать подъем дальше означает множить число жертв, и было принято тяжелое решение часть тел не поднимать. Несколько десятков человек так и остались внутри. Адмирал Нахимов по сей день лежит на дне Цемисской бухты и сам стал их братской могилой. Началось расследование. И вот тут советское государство повело себя так, как умело лучше всего. Трагедию постарались сделать тихой и незаметной. О ней, конечно, сообщили, но скупо, сдержанно, без подробностей, без имен погибших, без той всенародной скорби, которой эта катастрофа заслуживала.
Виновных нашли и назначили быстро. На скамье подсудимых оказались оба капитана. И Марков с Нахимова, и Ткаченко с Васёва. Обоих признали виновными в нарушении правил безопасности мореплавания. Обоим дали по 15 лет лишения свободы. Освободят их позже, в начале 90-х годов. Можно до сих пор спорить, насколько это было справедливо, на ком из них вины было больше, что на самом деле значила та роковая вера в показания прибора. Но бесспорно одно. Судили двух конкретных людей, а беда была общая. Сошлись вместе сразу несколько причин. Устаревший, неприспособленный к такому удару корабль. Чрезмерное доверие технике вместо собственных глаз. Недооценка опасности. И спокойное, теплое, мирное море в 2 шагах от берега, которое в 1 минуту забрало сотни жизней. Почему же об этом так мало знают сегодня? Отчасти виновато само время. Это был 1986 год. Всего несколько месяцев прошло после катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Страна и так была оглушена и подавлена одной огромной бедой. И вторая катастрофа, на этот раз морская, легла поверх первой. Отчасти сыграла свою роль давняя привычка не выносить горе на всеобщее обозрение, не показывать слабость, не пугать народ. Большой, общей, всенародной памяти о Нахимове так и не сложилось. Не сняли громких фильмов на всю страну, не было больших траурных дат на главных каналах. Трагедия будто растворилась во времени, осталась личной болью конкретных семей, конкретного города Новороссийска, конкретных моряков черноморского пароходства. И именно поэтому сегодня так много людей, впервые услышав про наш собственный «Титаник», искренне удивляется. Как же так? Почему я почти ничего об этом не знаю? А помнить об этом стоит. На мысе Доуп, недалеко от того места, где затонул корабль, стоит памятник погибшим. Каждый год, 31 августа, сюда приходят люди, родственники тех, кто не вернулся, постаревшие выжившие, моряки и просто те, кто не хочет забывать. Они опускают венки и цветы в ту самую воду. Теплую, тихую, ласковую черноморскую воду, которая в одну августовскую ночь стала последней для 400 с лишним человек. Адмирал Нахимов и сегодня лежит там, на дне Цемесской бухты, совсем недалеко от берега, на котором по вечерам горят огни большого города. Корабль, проживший долгую и невероятную жизнь, переживший 2 мировые эпохи, прошедший через войну, однажды уже поднятый со дна и возвращенный к жизни. В конце своего пути он нашел последнее пристанище всего в нескольких минутах хода от спасительного берега. И может быть самое важное, что мы можем сделать сейчас, это просто не отворачиваться, не делать вид, что той ночи не было. Потому что у нас действительно был свой «Титаник», и те, кто ушел вместе с ним в теплую черноморскую воду, живы ровно до тех пор, пока мы о них помним.